Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами обсудим интересную тему. Украинские беженцы, которые проживают в странах Европейского Союза, на сегодняшний день сократили в разы денежные переводы в Украину. И если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете знать и понимать, почему это произошло. И не забудьте, друзья, подписаться на канал, чтобы не пропустить новости и важную информацию, касаемую украинских беженцев, вообще беженцев, которые находятся в Германии и в странах Европейского Союза. Например, в Германии проблема была следующая, что те просители убежища из разных неблагополучных стран, там Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, которые приезжали в Германию и просили убежища, их очень много находилось и находится. Они, когда получали социальные пособия, уже оформлялись, там какое-то время проживали, они перечисляли денежные средства своим родственникам, которые еще находились на родине, скажем так. И немецкие специалисты посчитали, оказалось, что это огромные деньги. А эти деньги, понятно, платит им бюджет как социальные пособия. И, соответственно, эти деньги беженцы перечисляли. Там миллиарды евро было. И это, конечно же, не нравится. Германии должны деньги оставаться. И так они платят на содержание этих людей, иностранцев, да, которые оказались в беде. То есть, таким образом, Германия им помогает, да. Значит, спасает их. Вот. А они перечисляют деньги за границу. То есть экономика теряет свою денежную массу, скажем так. И совещались и придумали такой проект, как специальная платежная карта для просителей убежищ. Я неоднократно уже рассказывал в своих роликах, что это за карта, повторяться сейчас не буду. Платежные карты, предназначенные только для просителей убежища, вступили в силу в Германии в соответствии с новыми правилами, принятыми в прошлом месяце Бундестагом. Они призваны помешать мигрантам переводить деньги за пределы ФРГ своим родственникам и друзьям. На эти деньги зачастую оплачиваются услуги контрабандистов. И таким образом Германия, поставила цель перед собой, и считают политики, да, когда приняли такое решение, что Германия таким образом будет для потенциальных просителей убежища менее интересная, да, то есть, и поэтому они там якобы будут ехать во Францию, например, да, где такой платежной карты нет. И вот есть в Германии украинские беженцы, которые тоже находятся, и которые, кстати, получают точно так же на обычные кредитные карты денежные средства, но они могут перечислять за границу, то есть у них таких ограничений нет. Это, кстати, тоже очень важно, но по ним такое решение не принимается, хотя их проживает 1/3 от всех беженцев, которые находятся на территории Германии. Но это тема отдельная. Так вот, в настоящее время таких же еще украинских беженцев проживает в других странах Европейского Союза тоже очень много. Примерно по европейской статистике где-то около 5-5 миллионов 500 тысяч граждан Украины. В основном перечислениями на родину занимались те граждане Украины, которые работали и которые еще выехали до войны. Почему? Потому что они поддерживали таким образом своих родственников. Тоже огромное количество граждан Украины приехало в страны Европейского Союза по рабочим визам, работают, продолжают до сих пор трудиться и деньги перечислять. Украинских беженцев, в принципе, перечисления в меньшей мере касаются. Почему? Потому что, например, если мы возьмем такие страны, как Польша, Чехия, Словакия, то действительно это объективная реальность того, что им сложно прожить на тот размер пособий, которые платят эти страны. Да, мы сейчас Германию не берем. Не говоря уже о том, что они еще из этих пособий могут кому-то там перечислять. То есть они там еле-еле выживают. И то сейчас такая проблема. Я уже рассказывал тоже неоднократно в своих видео касаемо пенсионеров украинских, которые проживают, например, в Чехии, да, когда он получает там минимальный размер пособия, Чехия все это урезает, Польша урезает, да, и если он живет еще в частном жилье, то ему просто-напросто банально не хватает денег даже оплачивать коммунальные услуги и аренду. И человек вынужден просто переезжать или возвращаться в Украину. И такие многие так делают, да. Я имею в виду из стран Словакии, Чехии, Польши. Именно пенсионеры украинские. Потому что они просто-напросто не могут себя там содержать и прокормить. Потому что эти государства уменьшили, урезали денежные пособия. Ну и, конечно же, огромная волна пытается въехать на территорию Германии, чтобы получить 24-й параграф, да, и опять же
получать денежные пособия. Потому что Германия является одной из стран, которая не уменьшила денежные пособия украинцам. Еще и украинцы получают точно такой же размер пособий, как и изначально. Даже, кстати, больше. Потому что киндергельд увеличился там на 5 евро. И, соответственно, инфляция, все это рассчитывается. И даже денежные пособия бюргергельд тоже получают в больших размерах. Там на копейки, но все равно больше, но не меньше. Соответственно, большинство граждан Украины, украинских беженцев, они не могут перечислять денежные средства своим родственникам в Украину. Но все-таки деньги тоже идут, тоже есть перечисления, потому что огромное количество граждан Украины, еще раз повторюсь, работает. И вот на третий год войны, по состоянию на март 2025 года, украинские финансовые аналитики отмечают снижение объемов денежных переводов в Украину из-за границы. В основном перечисляли, еще раз повторюсь, из стран Европейского Союза. Эксперт рассказал, почему уменьшились объемы денежных переводов в Украину из-за рубежа. Несколько тому причин. Значит, главная причина, самое главное, это падение объемов переводов в Украину из-за рубежа имеет, как пишут эксперты украинские финансовые аналитики, безопасный характер. Значит, что поднимается под термином безопасность? Это угроза обстрелов и мобилизация, которая играет огромную роль в вопросах релокации. То есть мобилизация и те методы, которыми она проводится. Есть большое количество беженцев, которые остаются за границей, релоцируют к себе семьи, учат языки, находят работу. Более-менее активные беженцы уже действительно ассимилировались за рубежом. Если человек перевозит семью к себе, то обрывает связи с Украиной. Больше некому перечислять деньги, пояснил специалист. Я, кстати, рассказывал недавно тоже в видео, это касается Германии, что в Германию въехало примерно 30% матерей-одиночек, чьи мужья остались на территории Украины. Это было начало войны, 2022 год. А по состоянию на март 2025 года, там или на февраль, полных семей стало на 15% больше. То есть это о чем говорит? Это говорит о том, что мужья разными способами, там, за деньги, у кого-то кто-то находит основания, кто-то эти основания получает в законный способ, кто-то за деньги откупается, но кто-то там не откупается, просто рискуя здоровьем и жизнью, переплывают Тису, люди возвращаются. Соответственно, если жены там как-то их поддерживали еще, если там муж сидел без работы и боялся выйти на улицу, потому что его ТЦК схватит, да, мобилизирует, значит, она ему пыталась там как-то помочь, вот, то сейчас, если он вернулся к ней, в Германию уехал, то понятно, что не надо перечислять. Соответственно, ситуация наоборот. Мужчина уехал, женщина к нему приехала с детьми, к примеру, да, и уже, соответственно, отпадает эта потребность. Кстати, друзья, я могу вам посоветовать отличное решение для тех, кто перечисляет денежные средства, кто живет и работает в Европейском Союзе и нуждается в перечислении денежных средств на территории Украины своим родственникам. Это, друзья, TransferGo. TransferGo это надежный и удобный способ перевода средств из Европы в Украину. Он уже на рынке работает более 12 лет. Все переводы в гривну абсолютно бесплатные. А еще TransferGo доверяют более 8 миллионов пользователей. Из них 2 миллиона 800 тысяч это украинские мигранты, которые находятся в Европейском Союзе. Главное преимущество TransferGo это то, что вы переводите евро из Германии, а ваш родственник получает на свою банковскую карту гривну. И TransferGo не берет за это комиссию. С помощью TransferGo вы отправляете деньги по всему миру за, я бы сказал, считанные минуты, даже секунды. Также работники службы поддержки этого сервиса TransferGo консультируют своих клиентов на украинском и на русском языках, друзья. Все делается для удобства пользователей. Зарегистрироваться, друзья, и отправить деньги вы можете по ссылочке, которую я прикрепляю в описании к этому видео. Поэтому скачивайте, регистрируйтесь в этом приложении и перечисляйте без процентов, без комиссий денежные средства своим родственникам. Помогайте им. Итак, о главном факторе, о главной причине падения объемов переводов в Украину из-за рубежа я уже вам рассказал. То есть это угроза обстрелов и мобилизация, которая проходит сейчас в Украине. Это первое.
Вторая причина заключается в том, что украинские и зарубежные компании все активнее вывозят за границу своих сотрудников. Например, айтишники. Экспорт IT продолжает снижаться в Украине, потому что одно из требований от зарубежных заказчиков быть релоцированным и держать деньги где-то в более стабильной стране, такой как, например, Польша. Этого требуют иностранные заказчики, чтобы не было рисков по завершению заказанных проектов. Потому что есть риски энергетические, есть нестабильный интернет, а еще исполнителя может просто забрать ТЦК, та же мобилизация. Соответственно, та часть денежных переводов, которая была оплатой труда, она однозначно уже снижена на сегодняшний день. В зарубежных переводах всегда было две части, то есть те, которые поступали на территорию Украины. Первая часть — это переводы от гастарбайтеров, которые работали в странах Европейского Союза. И вторая — это оплата труда удаленных работников, которые находились и свою работу выполняли на территории Украины удаленно. То есть это был вторая причина. Третья причина, друзья, это переход на переводы в криптовалюте. И это делается только с одной целью, ну не только с одной, но основная цель — это обход и неуплата налогов в украинский бюджет. Почему? Потому что в прошлом году и в этом году налоги в Украине выросли значительно. Четвертый фактор — это уменьшение заработков самими беженцами и гастарбайтерами. Ситуация на рынке труда в странах Европейского Союза на самом деле не очень хорошая. Мы видим значительную инфляцию на фоне замедления экономики Европейского Союза. У гастарбайтеров теперь остается меньше денег, чем раньше, добавил аналитик. Вот такая, друзья, ситуация. Казалось бы, да, больше граждан Украины приезжает, да, по идее должны наоборот больше делать переводов на территорию Украины своим родственникам, но оказывается ситуация противоположно другая, потому что я эти факторы вам рассказал. Плюс сейчас мы видим, как шатает в экономическом плане Европу. Если в 2022 году там на 50 евро можно было купить там, например, тележку продуктов питания, то сейчас на 50 евро можно купить там, образно говоря, 1/3 тележки. То есть все тоже дорожает, инфляция и так далее. А заработная плата находится на том же уровне. Поэтому я думаю, друзья, что тенденция будет это увеличиваться. И там, если даже будет, к сожалению, продолжаться война, то все больше, соответственно, людей будет выезжать из Украины. Да, и будем вот такую негативную тенденцию видеть. Ну а если война окончится, то, соответственно, я так думаю, что большинство пенсионеров вернутся в Украину, да, дети останутся, особенно те, которые уже трудоустроились, будут работать и жить в странах Европейского Союза и начнут помогать своим пожилым родителям, то есть которые вернутся из стран Европейского Союза в Украину, и возможно тогда этот поток денежный будет увеличиваться. Ну а пока вот такая ситуация. Друзья, что думаете вы по этой теме? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.